Привет! Как известно, человеческая индивидуальная изменчивость очень велика, поэтому время от времени полезно на одно и то же произведение искусства взглянуть через глаза разных людей. Эта рубрика будет называться «Реакция», и это будут реакции, по возможности разных людей, на разбираемые в путешествии киномана мультфильмы. Поехали! Привет! Это шестой выпуск путешествия киномана. Шестой. Сегодня на разборе мультфильм «Кукушка и скворец» 1949 года. Длительность 10 минут. Режиссер Леонид Амальрик и Владимир Полковников. Сценарий Сергей Михалков. Отец Никиты Сергеевича. Студия «Союз мультфильм». Рейтинг на Кинопоиске 7,2. В 1950 году мультфильм получает почетный диплом Пятого международного кинофестиваля в Карловых Варах. Это Чехия. Это пиво пили там. И вот сразу, а чем знаменит был год выпуска мультфильма? Хотя бы кусочку из истории, чтобы слушатели знали, что вообще происходило в том году. Кусочку. С чем вообще сопоставлять этот мультфильм? С какими событиями в стране? В начале года, помнишь, я говорил, Сахаров запатентовал и предоставил чертеж ядерной бомбы. И в этом же году ее испытали. А мы тут мультики смотрим. Ничего себе. А я не знал. То есть ты хочешь, чтобы я сделал исторический срез? Ну, хотя бы там пару минут. Куда пару минут? Ладно, Итак, выпуск секунд 30, но миллион. вообще, чтобы с чем-то сопоставляли исторически этот мультфильм. Вот сейчас ты сказал, да? И для 90% населения ни о чем не сказал, что там было в 49 году. Согласен. Ну, идем дальше. Там еще было самое главное, да? Сын отца, отец сына. Сын отца, да. Игра Михалковых. Да. Стадия 1. Обыденный мир. Весна. Лес. Появляется кукушка. И что-то ищет. Находит временно освободившееся гнездо и тут же подкидывает свое яйцо туда. Пока воробьишка решил промочить горлышко в луже. Потом этот воробей, как ни в чем не бывало, возвращается к себе в гнездо и не замечает добавочного яйца. Довольная кукушка улетает прочь. Кукушка улетает прочь. Вернемся к этому воробью. Яйцо, судя по графике, в 2 размера больше, чем воробьиные. Ну, дурак, воробей. И дурак. еще и другой раскраски. Ну, воробей, ты видел его мозг? В разрезе нет. Да, он же маленький. И получается, он прилетает, улетал было 2 яйца, прилетает 3 яйца, которое гораздо больше, чем все остальные, и ему все равно. Может, яйцо выделяет какие-то феромоны? Я просто пока скажу, что это опять отец, да? Семейство было. Это не воробьиха, это воробей был, да? Да. Да. Пока запомним эту. Ладно. Смотрим, что будет дальше. Давай. Это был обыденный мир кукушки. Далее идет обыденный мир скворца. Семья скворца по весне прибавляется. Сам скворец батя приносит в клювике еды для своей семьи. Оказывается, что он подоспел как раз к вылуплению. Соседи воробьи интересуются происходящим процессом. Вот опять. Заботливый отец принес там что-то в клювике домой, да? Заглядывает, отдает из клювика еду. Там 4 птенца прыгают. Он сразу же высовывает голову из дупла, поворачивается. Там, сосед. И он соседу говорит, что у него 3 птенца. Ну. И пока они говорят, рождается еще один. То есть на самом деле их было 4, плюс еще один, 5. Ну. Среди которых одна девочка. И? Опять. Ты опять клонишь к тому, что Опять. птицы ничего не понимают? Отец семейства опять, мужчина. Так. Опять. Посмотрел и не обратил внимания на то, что происходит. Главное статус. Ну и опять забегаю вперед. Сексизм. Ну ладно, давай дальше. Все ли идет по плану? Все ли идет хорошо? Поздравляют с прибавлением скворчат, дарят цветок скворчихе. Батя скворец радуется прибавлению в своей семье,
начинает от счастья петь. У Радуется. соседей снегирей и соседей воробьев тоже начинают вылупляться птенцы. Все счастливы. Стадия 2. Зов к странствиям. Рядом к скворцу на соседнюю ветку подсаживается кукушка и спрашивает, чего распелся, спать не даешь совсем. Скворец говорит, что стал отцом. Кукушка начинает топить за свободу и не видит повода для гордости. Не то чтобы кукушка была child-free, но свои яйца она предпочитает подкидывать в чужие гнезда. Она хочет жить свободно, дышать полной грудью, а где все ее дети, она не знает и знать не хочет. Стадия 3. Отвержение зова. Не плюс. добавил ничего. Стадия 4. Встреча с наставником. Скворец решительно отвергает такой подход к детям, говоря, что пример его отцов воспитывать весной птенцов. Апелляция к авторитету. Так. Ну, почему я ничего не добавил? В целом могу сказать, что этот мультфильм настолько нейтральный. Вот при его первичном и вторичном просмотрении, прямо он кроме... Просмотрение? Да, именно. Он не вызывает вообще никаких чувств. Просто вот смотришь и думаешь, господи, такое ощущение, будто в кинокомпанию каким-то образом кинули распорядку, нужно что-то выпустить. Не, ну может быть был план. Это Это, все-таки понимаешь, Советский это Союз. сейчас как по этим всем сериалам, которые по РТР идут. Нужно заполнить чем-то сетку эфирную. Поэтому денег дают мало и снимают просто откровенный кал. Чтобы просто заполнять время в программе между какими-нибудь там ответственными передачами или новостными выпусками. И все. И там уже не важно, что снимают, главное, чтобы что-то там мелькало, какие-то там... Ну да. И такое ощущение, что этот мультфильм был снят под эту кальку только заранее. Просто что вкладывали этот мультфильм, я вот сколько уже получается, полмультфильма прошло, да, и до сих пор не понимаю, что они хотели показать. В смысле? Семейное единство хотели показать? Вообще не семейное единство. В конце еще поговорим об этом. Ладно. Авторитету это и есть элемент стадии 4 встречи с наставником. Это такой скрытый наставник. Стадия 5. Преодоление первого порога. Батя-скворец учит для начала птенцов петь. Уже поют хорошо. Очень короткая стадия. Стадия 6. Испытание союзники-враги. Тем временем кукушка кайфует у пруда. Поет песенки, рассматривает себя в отражении. Круто. А ты как думаешь, вот в образе этой кукушки кого они пытались изобразить? Безответственную мать. М? Каково? Или в иносказательном каком-то плане? Ну, скажем так, для 49-го года она довольно-таки была этой, наверное, вульгарной женщиной, да? Вот эти вот кружева розовые, которые передали в графике. Вот эти постоянные ее там накрученные ресницы. Женщина с пониженной социальной ответственностью. Это еще мягко говоря, да. Мягко говоря. Да. Так. Просто забегая чуть вперед. Да хватит забегать это, вперед. это нужно вот именно это акцентировать. Мгм. Что она ведет себя очень такая попрыгушка, скажем. Мгм. Здесь покрутила одним местом, там другим. Слушаем дальше тебя. Суется, немного пританцовывает. Ее громкое пение привлекает внимание коршуна, который спускается к пруду на пенек и говорит. Коршун. Так. А кого пытались изобразить? Нацистская Германия. Почему? Потому что у меня отсылка сразу, если коршун, орел. А у меня к личности кавказской национальности, которая клюнула на такую вот девушку. Антисоветчина! Гасиво! Ладно, ладно, продолжай. У Ну, нас же очень свобода. графикой неплохо переданы брови такие. А почему акцент тогда не передали? Ну, это было бы все слишком легко читаемо. И чтобы не разжигать рознь межнациональную, вот, мне кажется, вот такое. Красивая русская девушка с кавказцем. Ух, интересно. Так, давай дальше. Слушаем дальше. Говорит, докуковалась. Кукушка зовет на помощь, но ее никто не слышит. Коршун хватает кукушку, выносит на дерево. С кукушкой покончено. То есть опять в Гагры уезжают, да? Додумал. Ну, это, естественно, шутка, но вот смотри. Она зовет на помощь. И никак не показана реакции окружающих птиц. Она слабо зовет на помощь. Ну, то есть она вообще не зовет на помощь, да? Она была согласна, чтобы ее похитили.
А, вот так. То есть опять, если бы они показали, что она зовет на помощь и все вокруг не реагируют, это был бы еще один дополнительный минус к вот тем вот воробьям и прочим Снегирям. мужского пола. Просто они решили это снивелировать, не показать всю полноту картины, как мне кажется. Дальше? Ты пока подумай. Стадия 7. Приближение к сокрытой пещере. А скворчата уже вовсю хором поют песни под художественным руководством своего бати. Батя Скворец доволен. Теперь говорит, что надо учиться летать. И тут же начинает учебные полеты. Стадия 8. Главное испытание. Во время мастер-класса по высшему пилотажу Скворец Батя своими фигурами привлекает внимание Коршуна, который тут же решает закусить скворцом и начинает его атаковать. Мать Скворчиха и птенцы Скворчата, видя эту непростую ситуацию, моментально проводят контратаку и кидаются на помощь бате Скворцу. Проводят контратаку, да? Да. А ты видел мать? Кидалась ли? Да. Они же все улетели. Я 5 заметил- улетело. Я И вот мать заметил следом в из- воздухе из только, дупла. только маленькие птенцы его атаковали со всех сторон, выкладывая разные фигуры. Нет? Птенцы, которые не умели летать, которых только должны были научить, сразу раз и полетели, там такие выписывали кренделя. Дальше, про масштабность, да? Маленький там птенец, который занимает 1/20 часть коршуна, который там в клюве поместится сразу по 2 птенца, Так. и в лапе по 2, то есть, грубо говоря, все семейство поместится. Как-то смогли побить его. Потому что вместе кукушку включай. Вместе? Да, потому что вместе наваляли. ему. Кукушку не включишь. Ее Да, уже утянули её несколько уже минут тянули. назад. Да, она похищена. Голову тогда включай. Тут люлей Коршуну и прогоняет его. Побитый тот улетает прочь. Стадия 9 плюс стадия 12. Награда плюс возвращение с эликсиром. Семья Скворцов торжественно возвращается домой. Опять семья Скворцов. Так. Опять у Скворца была неприятность, так? И никто из окружающих птиц опять же не стал помогать. В смысле, они ж боятся. Что ты возьмешь с воробьишки? А со Ну, снегиришки? помимо этих там должны быть другие семьи Скворцов. Нет? Или лес только двумя семьями населен? То есть получается опять возникает какая-то проблема и опять ноль реакции в обществе. Как будто все так и должно быть. Так. То есть я в течение всего мультфильма не вижу ответки общества на какие-то проблемные ситуации. Вот осудить кукушку может каждый. А помочь и исправить ни один. Также ни один из птиц, Ни один из птиц? ни один из птиц, Интересная я не знаю, формулировка. как склонять, Так. тоже не помогает ни Интересное собрату, звучит. Очень ни другому виду птиц. интересно. Все как бы, ой, да-да-да, хорошо, когда хорошо, тогда хорошо, да? А когда плохо, тогда, ой, мы ничего не видим, мы ничего не знаем. Ну, пока похоже, как в И реальной это жизни. в России, где, На Руси. да, где каждый друг за друга там Да горой еще и был. в советской России. Да, еще 49-й год. Давай. Скворец Батя произносит мораль истории. Звучит финальная трель. Стадия 10. Обратный путь и стадия 11. Возрождение скорее отсутствуют, либо объединены со стадией 9 и стадией 12, так сказать, зарыты в бессознательном. Выводы, отсылки, предположения. Первое. Почему скворцы не добили Коршуна? Вполне могли. Были в большинстве. И живой Коршун – это же перманентная угроза их виду. Все говорит о том, что его надо было валить. Что это было в мультфильме? Что это было? Это все-таки несостоятельность. Это представь, что против добермана 6 котят пытаются что-то сделать. Но это доберману развлечение на 2 секунды. Нет? Да. Ну, то же самое и здесь, если перенести масштабность одной птицы к другой птице. То есть они понимают, что это была слаженная работа. Скорее, это была недоработка сценария или специальный умысел. Если ты говоришь, это отсылка к фашизму, то типа да. Да. Вот Щас несколько, еще несколько крестьян
могут самого Гитлера, да, там свалить с трона, так Мгм. называемого. Да-да-да. Христианское милосердие, новая этика советского человека, отсутствие мозгов, отсутствие физических сил. Так, христианское милосердие. А где оно здесь? Вот я Они тебе... не убили его, я же говорю, в этом в милосердие. этом, да. Может, они его пощадили. А, может быть, еще христианское милосердие, то, что у них по 100-500 детей, и он даже не замечает, что у него там детей прибавилось, как в некоторых современных семьях, кто очень верующий, там по 10, Ну, по по 15 краю ходишь, детей по краю ходишь. бывает. И порой даже, да, уже там отцы, обращаю внимание, опять же, отцы, не замечают, сколько там детей, сколько кому лет, когда у кого день рождения. То есть, как бы формально они ходят и гордятся, мы многодетный отец, Мгм. а по факту-то они никакой роли в этом не играют. Фу. Даже не знаю. И еще подумать. Ладно, давай. Тем более Коршун такая явная отсылка к нацизму. Эти психопаты и маньяки надолго испортили орлиный образ. Вот, орлиный Моё образ личное испор. мнение. Второе. Омерзительная озвучка 2001 года. Ремастеринг видео еще куда не шло. Но озвучание просто омерзительно. Но это в сравнении Ну, по поводу озвучки согласен. Смотрел и тот выпуск, да, переозвучка, по-моему, не удалась. Цветокоррекция мне тоже не понравилась, потому что все-таки в оригинальной версии 49 года она больше перекликается с диснеевской графикой. Все вот эти животные, ветки каких-нибудь там деревьев, Мгм. то есть небо, то же самое. То есть я считаю, что для 49 года для СССР Так, это прям было очень хорошо по согласен. отношению к диснеевской. Зачем сейчас сделали ремастеринг? Где В смысле сейчас? Ну, Уже 20 лет назад. я имею в виду, сделали ремастеринг. Мгм. Я не говорю, что это вчера сделали. Но сделали хуже, чем было. Зачем? Тоже нужно было освоить какие-то деньги. Конечно. Ну, Конечно. все, что связано с этим мультфильмом, по-моему, все сводится к тому, что кое-какеры кое-как выделили деньги, а другие кое-какеры кое-что и кое-как сняли. А третий раз еще и переозвучили и перекрасили все это дело. Надо нейронку натравить на этот мультик. Пусть она ремастеринг сделает. со старой озвучкой. Я в детстве слушал олдскульную озвучку и, возможно, просто привык к ней. Сочувствую, ты еще в детстве Из-за это этого смотрел. Новодел кажется отстойным. Визуал мне очень Но надо нравится. спросить независимого эксперта. Возможно, у меня просто эффект первого запечатления. Из-за этого Я мне даже сказал, кажется, психологическая новая травма озвучка здесь. и классная. Ладно, Потому может что быть. на самом деле классная. Третье. В составе художников-мультипликаторов значится Федор Хитрук. Хитрук! Человек, который совсем скоро придумает образ советского Винни-Пуха, на секундочку. И мультики для взрослых такие, как «Фильм» и «Человек в рамке». Очень оригинального ума человек. Посмотрите «Человек в рамке». Четвертое. Что такое? Технические неполадки? Данных об этом мультфильме. Ни легенд, ни мифов, ничего про него нету. Ну, по крайней мере, я не нашел такого. Либо они спрятаны где-то очень глубоко в каких-нибудь воспоминаниях, которые никогда не были отсканированы и находятся там в 100 экземплярах всего лишь. И либо это настолько проходная работа, что они просто ее делали для галочки. Даже Олимпопо 39 года есть больше данных. Пятое. На тройной скорости мультфильм смотрится еще бодрее. Подтверждаю. Обязательно посмотрите на тройной скорости. Подтверждаю. Шесть. Смысла нету на любой Плюсы скорости. мультфильма. Для меня субъективно это первое, олдскульная озвучка. Нравятся мне все эти голоса, саундтрек, аранжировки и все тут. Не могу с этим ничего поделать. Второе, отличные задние фоны. Я бы даже на выставку сходил этих задних фонов. Сходил. Я немножко Посмотреть вологодцем на них. стал. В музей какой-нибудь. Они очень и очень достойны внимания. Седьмое. Какой бы ни была проходной эта работа, все же мне получилось выявить фактически все стадии Тьфу. Выкинь телефон к херам. То есть все стадии путешествий тебе Ну, удалось? Практически все, да. Ну, практически. То есть, ну, может быть, даже которые самые такие важные, ты пропускал. В Типа смысле? нету.
В смысле нет? Сразу там 7:15. Не. Обыденный мир был самый главный сетап всех Ну движений. вот я сейчас сижу с тобой общаюсь и Так. по-прежнему не понимаю, Что? как этот мультфильм попал вообще на то, чтобы я его озвучивал, переозвучивал, переосмысливал. Но Это советская классика. это настолько шлак. Вот просто из всего советского периода, то, возможно, просто тебе стоит вручить пальмовую ветвь шлака за то, что ты его нашел. Как это? Это просто... Это из шлака шлак. Потому что, мне кажется, настолько наплевательски к нему отнеслись. Все. Ну нет, визуальный ряд классный. Задние фоны шикарные. Озвучка хорошая. Уже хотя бы поэтому он должен Да. быть в пантеоне. А суть-то нулевая. Но суть, да, не очень. Это, не грубо очень. говоря, захотел ты купить машину, пришел в салон, тебе из картона или там из пенопласта вырезали, да, что-то, покрасили, Ну, да. и ты такой покупаешь, ездить на этом нельзя, но красиво. Ну, нет, это все-таки мультфильм, он должен нести какой-то смысл. Он несет смысл. Вместе мы победим. Бессмысленно. Герои, практически все. Некоторые стадии проявляются буквально в нескольких предложениях. Ну, Но проявляются же. получается, любая рассказанная история будет тяготеть к этим стадиям. Вот это я пришел к 6-му выпуску. На сегодня все. Пока. Ну, хоть у тебя все на сегодня. Ну, давай. Подведем итоги Давай. этого мультфильма. Давай. Бессмысленность во всех ее проявлениях. Допустим, берем то, что ты брал за основы. Дружелюбие, взаимопомощь, Выручка. выручка. Коллективизация. Да, Коллективность. коллективизации, коллективности ноль. Опять же, это все в своей семейке. Семья. А Ну, все, хотя что бы так. вовне, вообще никого не интересует. Я еще раз говорю, Это перекликается с современностью. при Только внутри столкновении, семьи. при столкновении с какой-то проблемой, а мы ничего не слышим, а мы ничего не видим, а мы ничего не знаем, а ничего не происходит. А все в России хорошо, да? Что сейчас, что в СССР. Скажем так, да? То есть ты хочешь сказать, такая обывательская позиция, да? Да. Мелкобуржуазная обывательская Они, позиция. может быть, этого и не несли в посыле, когда снимали это. Но за счет того, что они не показали многие аспекты, до этого можно только догадываться. Прошу прощения, где схватили кукушку, как раз находится между всех этих гнезд. И уж как бы она там ни звала, даже На если... вы- центральной улице города. Да, считай. можно сказать, да. Прямо у администрации города. Самый администратор верховный и схватил. Да, и все, и никто не слышал, да? Все были заняты своими делами. Это раз. Слушай, ну это же перекликается с Во-вторых, современностью. Во-вторых, безответственность полнейшая отцов. Ну это нормально. Даже не отцов, а мужской линии в целом везде. Ну это нормально. Батя, они на работе, зарабатывают бабос. Куда ему еще и с детьми им сидеть? Где там зарабатывание бабоса? Ты видел, он в клювике принес червячка. В Да, клювике. давай рассмотрим воробья. Яйца-то высиживает он. Черт. А где мамаша? Может, А она мамаша, на может работе- быть, в каком-то там клубе вместе с кукушкой отвисала. А сейчас отсыпается, а это еще приходится скакать, чтобы найти, а где чтоб найти, отсыпается? чтоб найти кого-то на новый клуб ночной. Ну, ладно, 49-й год на дискотеку. Да вряд ли ты тогда дискотека. Ну, Наверно, клубы-то танцы- были. Танцы Ну, какие-нибудь. клубы-то были. ДК. Да, Дом культуры. Что-то грустная какая-то у тебя трафтовка. Да я вообще удивляюсь, что я столько выжил по этому мультфильму. Вообще Потому что грустный мультик. это вообще мультик грустный. вообще никчемный. Нет, он грустный. Ну, о чем же он Он- грустный? Он веселый. Он очень современной реалии, получается, показывает. Нет, ну ты же сказал, это ж очень, хохотушки, посмехушки, прям веселье. Ну, с первого взгляда, да. Похотушки. Похотушки, это у кукушки. У кукушки, да. А так тогда получается он еще более современный. Он в современность попадает очень хорошо. В современном капитализме что? Ты дальше своей семьи ничего не хочешь видеть. Окружающий мир для тебя не интересен. И понты!
Я отец семейства, посмотри. И да, у меня да. вот это, у меня вот то, у меня вот это, у меня вот Слушай, то. как А хорошо, вот что мы его начали рассматривать. Как хорошо. Видишь, какой мультик? очень плохой мультик. Мало кто про него Очень. знает, но оказывается он очень современный. А это еще басня. Там еще мораль. А мораль-то про коллектив. Про какой коллектив? Семейный, сплоченный, мощный коллектив. Мне кажется, на примере птичьих стай коллективность нулевая. Мне кажется, неудачный пример, если это про коллективность было, рисовать мультфильм про... А про кого? Про стаю волков? Или про стадо гиен? Было бы интересней. Что даже гиены могут коллективно достигать В цели. смысле, гиены и могут Вот, коллективно вот, достигать. вот. Еще А нам это показали каких-то этих... гиеновидные собаки. Вот, видишь? Какое разнообразие. Но они, наверное, хотели апеллировать к русской флоре и фауне. М. Что все это происходит на Руси. А кому на Руси Птицы. жить хорошо? Птицы. Одному и коршуну, да? Они все знакомы нам. Но то, что коннотация коршун это Сталин, это, конечно, надо заявить такое. Это надо придумать. Ну, Это да. надо бухать, наверное, несколько Это, тысяч лет. ну, Коршун, Кавказ, А почему он Сталин, тогда сказал, докуковалась его- без акцента? его свергли. То есть ты хочешь сказать, что Скворец Коллективно. коллективно? А почему ты, с чего ты взял, что он царь? Кто царь? Ну или верховный какой-то коршун. Он же не показывал никаких атрибутов власти, нету. Я вообще не говорил про Сталина, это ты привел? Я сказал, что он кавказец. Ага, прокол? Ну, может быть. Ладно. Мне кажется, этот мультфильм не заслуживает более долгого рассмотрения, рассуждения, потому что, ну, например, если взять мультфильм, который был рассмотрен тобою раньше, Какой, например? Лимпопо? нет, Бармалей? не с 5-го выпуска, Жил-был пес? конечно. Там гораздо больше эмоций, там гораздо больше смысла вложено в каждого персонажа. Даже на застолье какие-то промежуточные персонажи показывали больше черт характера и своей сущности, чем здесь за весь мультфильм. Поэтому, если делать рассмотрение на мультфильм, то, в принципе, можно вернуться к предыдущему выпуску и уж по полочкам разложить его. Потому что, мне кажется, он гораздо более достойный, чем мультфильм данного производства. На сегодня все. Пока.